Знаете, со всеми этими рейтрейсингами и прочими генераторами кадров мы, кажется, стали забывать, что когда-то считалось будущим игровых технологий. Кто-то вообще помнит, что развитие гейминга заключалось в том, чтобы напялить на себя гигантский шлем с крошечным экранчиком, чтобы почувствовать, будто бы ты реально в игре. Ну а чё, звучит киберпанково. Можно сидеть в своей сычевальне, но одновременно с этим находиться в каком-нибудь виртуальном мире, где ты не сыч, а главный герой, и все тобой восхищаются. В общем, звучит это все очень круто. Но тогда почему мы все до сих пор не сидим перманентно подключенными к виртуальной реальности, с перерывами на пописить? Где-то история повернула не туда. И сегодня мы с вами разберемся, где именно. Почему VR все еще остается скорее игрушкой для энтузиастов, чем домашним девайсом. И есть ли вообще смысл покупать себе такую развлекуху, или это все от лукавого? Поделимся своим опытом использования и даже попробуем посмотреть на виртуальную реальность под соусом научной фантастики. Присаживайтесь поудобнее, будет интересно. Уверен, многие знают про Oculus Rift, дивкиты которого рассылались в далеком 2013 году. Но вообще-то история виртуальной реальности начинается далеко не с этого стартапа. Люди, чуть более знакомые с историей игровых устройств, скажут: Ну конечно, Nintendo свой Virtual Boy еще в 95-м делал. уже лучше, но все еще даже не близко. На самом деле история виртуальной реальности начинается даже не в прошлом веке, но обо всем по порядку. Чисто технически, историю развития VR-технологий можно протянуть аж с 1838 года. Именно в этом году британский изобретатель Чарльз Уитстон создал свой стереоскоп. Принципы работы основываются на том, что человеческий глаз воспринимает две двумерные картинки как одну трехмерную. И на этом принципе, например, работает относительно современный Google Cardboard и другие VR-очки, в которые нужно вставлять свой телефончик, но о них мы еще расскажем. Чуть в сторону от очков, но ближе к VR, сенсорама Мортона Хайлига, увидевшая свет где-то в 50-х годах уже 20 века. Хотя до современных гарнитур ей, конечно, было далековато, но суть уже была предельно близка к тому, что мы с вами можем видеть на рынке сейчас. Сенсорама представляла из себя будку, в которой показывали кино. Да не простое, а иммерсивное. И нет, массажа со счастливым окончанием в наличии не было. В кабину были встроены стереодинамики, дисплей со стереоскопическим 3D, вентиляторы, генераторы запахов и вибрирующий стул. Что-то подобное до сих пор можно найти в современных торговых центрах. Примерно в это же время, в 1960 году, был запатентован первый головной дисплей, что уже максимально приближает нас к современности. Так называемая телесферная маска — это буквально современный VR-шлем за 60 лет до нынешних VR-шлемов, хотя у нее все еще не хватало отслеживания движений для управления, ну и вообще какой-либо интерактивности. По сути, это был просто дисплейчик для просмотра кино. К счастью, долго интерактивность ждать не пришлось. Сначала в 61-м появляется шлем Headsight для военных нужд, а уже в 68-м над головами первых VR-щиков зависает дамоклов меч. И нет, это не оружие массового поражения, а первый шлем дополненной реальности с элементами управления, не приляпанными извне. Свое название этот агрегат получил за внешний вид. Из-за громоздкости его нельзя было просто надеть на голову, и нужно было подвешивать к потолку. Счастливые пользователи этого устройства могли повертеть головой, чтобы оглядеться в виртуальном пространстве. Впервые за всю историю наголовных дисплеев. Правда, не особо было на что смотреть. Компик, к которому присоединялся этот шлем, мог отрисовывать только простые полигончики. Приходилось наслаждаться видами комнаты, на фоне которых рисовались всякие кубы. Благо, дисплеи были частично прозрачными. Первый шаг к смешанной реальности был тяжелым буквально. Кстати, книга рекордов Гиннесса считает именно дамоклов меч первой VR-гарнитурой. К середине 80-х все технологии, которые используются в современных VR-шлемах, уже существовали в том или ином виде. Рано или поздно кто-то должен был прийти и слепить это все вместе. И действительно, в 1985 году в лабораториях НАСА создается виртуальный дисплей визуального окружения. В нем можно было даже ходить и тем самым передвигаться в виртуальном пространстве. А уже в 88-м этот проект трансформируется в View. Именно так родился современный VR-шлем. Вообще, с конца 80-х VR-технологии сильно ускоряются, поэтому прямо обо всем рассказывать не будем. Из важного, в 90-х выходят VR-шлемы от двух заклятых конкурентов: Sega с их Sega VR в 93-м и Nintendo с их Virtual Boy в 95-м. Ввиду сомнительной поддержки и настолько же сомнительного качества игр, они не получили сильного распространения. Virtual Boy вообще печально известен тем, что был мега неудобным и вызывал головные боли и головокружение, что
что в принципе неудивительно. Вы вообще видели, как на нем игры-то выглядят? За следующие 2 десятилетия технологии все же развились достаточно, чтобы попытаться создать новое поколение VR-гарнитур, которые не станут поводом для крипипасты о шлемах-убийцах. На сцену выходит Oculus VR. В начале десятых Пал Мерлаки создает в батином гараже первый прототип своего, в будущем легендарного шлема, а уже в 2012 году запускает кампанию на Kickstarter, в ходе которой рассылает дивкиты всем, кто закинул от $300. Даже один из создателей оригинального Doom, Джон Кармак, настолько угорел по Oculus, что везде ходил и затирал, что, мол, вот оно, будущее технологий. Да так хорошо затирал, что в 2013 году стал CTO Oculus и пробыл на этом посту 10 лет. Собственно, дальше все эти шлемы пошли по проверенной дороге. Берешь технологию, улучшаешь ее, берешь новую технологию, улучшаешь и так далее. Чего-то прям отличающегося не выходило. Разве что в 2014 появился Google Cardboard, в который нужно было совать свой телефон. Но Google довольно быстро на него забил, прекратив поддержку в 2021 году. В 2016 они, конечно, попытались выпустить последователя в лице Google Daydream, но тот загнулся еще быстрее в 2019. Однако подобные гарнитуры и сейчас можно найти в любом магазине техники, а иногда и за их пределами рублей так за 300. За год до Cardboard выходили еще Google Glass, но это очки дополненной реальности, и они не совсем относятся к нашей сегодняшней теме. Хотя эта технология в последние пару лет сильно скакнула и даже выглядит как что-то, чем можно пользоваться без стыда. По крайней мере, теперь все эти очки не выглядят как приколы фантастов из прошлого века. Но мы отвлеклись. Когда мы сказали, что не выходило прям ничего отличающегося, мы немного слукавили. Если изначально тот же Oculus Rift работал исключительно в связке с ПК, то вот некоторые современные шлемы могут не только работать полностью автономно, но и позволяют гамать в дополненной реальности, глядя на прекрасный настенный ковер в вашей гостиной. Ну, или где вы там собрались играть. Несмотря на все нововведения современных VR-гарнитур, они все-таки остаются довольно непопулярным развлечением. Например, у шлема от Valve, вышедшего в 2019 году, было около 250 000 продаж на 2022 год. Но это шлем за косарь баксов. Самый популярный и продаваемый из шлемов — Oculus Quest 2. У него набралось 20 миллионов продаж, что на самом деле не так уж и много. Для сравнения, вот вам продажи разных популярных консолей. Например, Nintendo DS продано 150 миллионов копий, PlayStation 2 160 миллионов, Switch снова 150 миллионов. У нас есть утекшие данные, по которым в 2023 году VR в той или иной форме пользовались 171 миллион человек, а на 2025 год проецируют цифру 216 миллионов. Вроде довольно неплохо, уже больше, чем продаж любой из консолей, но 216 миллионов — это пользователи всего. Какая-то часть из них пользуется недоразвитыми братьями Google Cardboard, какая-то сидит на старье. На актуальных, современных моделях, хотя бы 2019 года выпуска, остается в лучшем случае половина. Почему так? Мне кажется, для этого есть несколько причин. Во-первых, банальная физиология. По собственному опыту могу сказать, что в VR-проектах с кучей экшена очень быстро начинает укачивать. Ну и плюс это довольно потное занятие, как хорошее такое кардио. Хотя, зависит, конечно, от игры. А вот что от игры не зависит, так это то, что для VR нужно довольно много свободного места, если не хотите проверять на прочность свое тело и предметы обстановки. Опять же, не у всех найдется достаточно пространства, особенно в странах бывшего совка, где стараются использовать каждый метр жилой площади для чего-нибудь. Цена на шлемы тоже не особо располагает к покупке. Самый доступный вариант — Oculus Quest 3S. Можно найти новым примерно за 30 тысяч вечно деревянных. Ну, как бы думайте. К тому же, в идеале, придется еще накупить аксессуаров 1000 на 10. Мы, конечно, понимаем, что Россия встает с колен, чтобы она там на них не делала. И средняя зарплата по стране твердо и четко идет вверх. Но условные 40 тысяч — это все равно объективно не маленькая сумма. А про варианты для энтузиастов по типу Valve Index за косарь долларов я вообще молчу. Ну и раз уж мы вообще заговорили про цены, для VR вообще-то нужен довольно неплохой ПК. Ну, зависит от игры, конечно. Надо понимать, что для плавной работы в каждую линзу VR-шлема нужно выдавать хотя бы по 72 кадра в секунду. При том, что разрешение в современных шлемах примерно 2000 на 2000. Вот и думайте, какой для этого нужен комп. Даже с учетом того, что VR-игры обладают довольно простецкой графикой по сравнению с многими плоскими играми. Вдогонку ко всему этому имеем еще и то, что на VR достаточно редко выходят прям блокбастеры. Нет, хороших игр полно, но вот что-то уровня AAA можно пересчитать буквально по пальцам рук фрезеровщика со стажем 10 лет. Как бы грустно это ни было, но людей в большинстве
своем привлекают именно громкие тайтлы, а на всякую индюшатину клюнет куда меньше. Причины для не очень большого успеха VR можно перечислять еще долго. Там и проблемы с UX, и недоверие к компаниям-производителям шлемов в плане приватности, и нежеланием быть оторванным от реального мира. Но это не значит, что VR это какая-то шляпа. По крайней мере, мы попытаемся вам это показать. Свой первый VR-шлем я захотел в 16 лет. И это даже не шутка. Как раз в 2014 году появился Google Cardboard, и ровно в том же году у меня появился и первый смартфон. Так что звезды сошлись просто идеально. Я, наверное, год истекал слюной по этой картонке. Уж больно мне хотелось посмотреть 360-градусные видосы на ютубе. К сожалению, попробовать коробку от Гугла мне так и не удалось. И сейчас мне уже кажется, что это даже к лучшему. Тот опыт виртуальной реальности, который мы получили после покупки нормального VR-шлема, не удалось бы получить от сомнительного аксессуара для телефона за $100. Как вообще получилось, что мы прикупили себе такую недешевую игрушку? На самом деле, над VR мы задумывались уже довольно давно. Только вот рассматривали гарнитуру для плойки, пока та у нас была. Потом на какое-то время мы на это забили. Было как-то не до этого. К тому же были сомнения из-за проблем со зрением. Было непонятно, получится ли гамать в очках, или кайфовать сможет только один из нас. Соответственно, желание депнуть несколько десятков тысяч у нас отсутствовало. А кое-кто даже жопился на то, чтобы сходить в VR-клуб, чтобы хотя бы попробовать. К счастью, так сложилось, что в VR-клуб мы все-таки сходили. И как же мы были рады, что наши страхи не подтвердились. Опыт был замечательный и необычный. Настолько необычный, что уже на следующий день мы с утра пораньше отправились в рейд за своим новым шлемом. Если тоже захотите себе подобную приблуду после этого ролика, то поступите так же. Сначала сходите в ближайший VR-клуб, чтобы понять, надо оно вам или нет. Посмотрев всякие разные варианты, мы решили прикупить шлем от одной компании с логотипом в виде бесконечности. В общем, Quest 3. Первое, что поразило меня в виртуальной реальности, так это то, что это вообще возможно. Нет, я, конечно, понимаю, технологии развиваются, в отличие от меня, но все равно в первые несколько раз это было что-то невообразимое. Ощущения были просто непередаваемы. Перезаряжать пистолеты, совершая все движения руками, фехтовать с нарисованными человечками, да даже просто махать световым мечом в Beat Saber оказалось глотком свежего воздуха после дефолтных игр. Главный прикол виртуальной реальности, как по мне, как раз в этой самой свободе. Тактильное взаимодействие с окружением, предметами — это то, чего попросту нельзя получить в играх на плоском экране. И лучшие игры для VR — это те, которые дают максимальную свободу действий. Но об играх мы еще поговорим. Надо сказать, в бочке меда под названием виртуальная реальность есть и ложка дегтя. Главная и единственная для меня проблема — это то, что от VR устаешь гораздо быстрее, чем от игр за компиком. Причем даже не играя в какие-то активные проекты. Во-первых, в VR все-таки нужно стоять. Некоторые игры, конечно, позволяют играть сидя, но при этом теряется весомый пласт геймплея. Во-вторых, если вы потнич, типа меня, то после примерно получаса под маской образуется конкретное такое болото. Ну и на добивочку, как мы уже говорили, всякие игры с активным передвижением довольно сильно могут давить на вестибулярный аппарат. Некоторые люди вообще не могут провести в VR-шлеме больше 15 минут. Так что надо понимать, что порог входа для каждого может различаться. Но это не значит, что надо скипать виртуальную реальность. Как минимум, потому что в ней есть куча занятий для всех. Even kids can play. Лично мы юзаем наш шлем для того, чтобы играть. Хотя, учитывая потение в играх по типу Beat Saber, это еще и отличный повод подвигаться. Но даже если игры вас не особо интересуют, в VR можно и кинцо посмотреть, и даже поработать. Все благодаря тому, что в виртуальном пространстве можно запилить себе монитор такого размера, что он не будет влезать в поле зрения. Ну или просто сделать себе сетап из 3, 4 и даже 5 экранов и быдлокодить в 4 раза эффективнее. За последние 10 лет вышло достаточно много разных гарнитур, но не все они созданы одинаковыми. Понятно, что модели постарше уже особо не актуальны, так что давайте глянем на варианты, которые еще можно рассмотреть в 2К25. Но перед тем, как начнем, дисклеймер. Не покупайте гарнитуры, в которые нужно засовывать свой телефон. Оно вам не надо. Собственно, начнем с Quest 3. Это один из дешевых вариантов. И не смотрите так на ценник. За эти деньги вы получаете VR-гарнитуру, которая не только подключается к ПК, чтобы играть с него, но и запускать игры автономно. То есть вообще без подключения к чему-либо. И запускать эта штука может не только обычные VR-игры, но и проекты в смешанной реальности, действия которых будут происходить прямо у вас в комнате. В принципе, если ценник вас все-таки смущает, можно посмотреть модель постарше в виде Quest 2. Но там и линзы
похуже и разрешение рендера пониже. Зато можно найти раза в 2 дешевле, чем третий. Но в любом случае, скорее всего, придется докупить кастомных аксессуаров. Хотя бы крепление на голову, потому что стандартная резинка — это просто кринж. Конечно же, как и у любого хоть сколько-то известного бренда, у этих шлемов есть своя китайская копия. Ну, то есть конкурент в лице Pico, конкретно Pico 4. Он и подешевле, и таких проблем с доступом к их сервисам нет. Ловит даже на парковке. И он тоже умеет смешанную реальность. Главный недостаток — это то, что на нем нет всякого эксклюзивного контента. Например, довольно мощные игры по Бэтмену. Но если вас интересуют игры только с ПК и не хочется сильно тратиться, то Pico — отличный вариант. Как мы уже сказали, Valve тоже не сидела в стороне и выпустила свой VR-шлем. Valve Index — это, наверное, лучший вариант для ПК-игр. У него отличный трекинг конечностей и есть прямая поддержка стимовской VR-прослойки. Правда, у этого есть своя цена. Причем, как буквально, гарнитура стоит косарь долларов, так и в переносном смысле. Для работы трекинга нужно расставить по комнате базовые станции, так что готовьте место. К тому же, в отличие от предыдущих вариантов, Index работает только по проводу. Вроде есть какие-то беспроводные адаптеры, но люди жалуются, что это какая-то шляпа. У консольщиков, кстати, тоже есть свой VR, но только у Sony. PSVR 2 — шлем для подключения к пятой плойке. Первый VR уже совсем не актуален, так что нет смысла смотреть в его сторону, тем более что второй довольно доступный по цене. Но надо понимать, что консольный VR накладывает свои ограничения. На ПК можно поиграть только с костылями, смешанной реальности нет, да и вообще ничего кроме игр с PS5 на PSVR 2 не запустить. Так что даже если консоль ваше единственное хоть сколько-то игровое устройство, я бы все равно рассматривал скорее шлемы Quest или Pico. Там и игр побольше, и комп в целом опционален, а по цене выходит примерно одинаково. Ну и давайте не забывать великий и ужасный, скорее просто ужасный, Apple Vision Pro. Хотя даже Apple уже его забыла. Долго останавливаться не будем, просто скажем, что это вам не надо. Во-первых, вы будете ограничены экосистемой Apple. Во-вторых, поиграть на нем не особо получится. Лучше не тратьте на него свои деньги. Разве что вы шейх с бесконечными деньгами и не знаете, куда их еще потратить. Но тогда лучше задонатьте нам и подпишитесь, чтобы видеть в своей ленте больше интересных видео. Попытаемся продать VR еще немного. На этот раз через игры. Все-таки это главное, ради чего покупаю шапки виртуальной реальности. Кто бы что ни говорил, но выбрать есть из чего. Отталкиваться будем только от игр, которые есть на ПК. Ну и на добивочку немного разбавим квестовскими эксклюзивами. Начнем с очевидного. О Half-Life Alyx слышали даже те, кто VR никогда и не интересовался. Все-таки популярность серии преодолевает любые ограничения. Alyx уже затерта до дыр, и что поделать, если это один из немногих проектов уровня AAA, которые в принципе есть на рынке. Тем более, эта игра отлично показывает, какой опыт способна преподнести виртуальная реальность, если с ней работают умелые творцы. Так что однозначный рекоменд, даже если молча бить зомби монтировкой вам не очень нравится. Еще один очевидный вариант — это Beat Saber. Да, это ритм игра, и да, мы ее вам рекомендуем. Даже если вы не любитель ритм игр. Я вот играл один раз в своей жизни в ВОСу и вообще не выкупил кайф. Да и вообще ритмы игры мне как-то казались непривлекательными. Но есть что-то такое в том, чтобы не тыкать кнопки, а физически двигать руками в ритм, пытаясь попасть по разноцветным кубам с правильной стороны. Это просто переворачивает игру. Для фанатов сражений есть Blade and Sorcery и Bone Lab. Это песочницы, в которых нужно меситься с компьютерными болванчиками. Только в первом случае сеттинг это фэнтези, а во втором некая современность с огнестрелом и всеми вытекающими. Только сразу предупреждаю, как минимум в Blade and Sorcery меня укачивало так, что через час игры я был весь потный и меня тошнило. Но игрушки очень захватывающие, так что после того, как меня попускает, хочется еще. Главное не перенапрягаться. Из интересных экшенов есть еще две части Arizona Sunshine. Обе про расстрел зомби. Приятный ганплей, сочная картинка и неплохая интерактивность прилагаются. Про зомбей также есть две части The Walking Dead, которые тоже достаточно хорошие, в отличие от большинства игр по франшизе. Из крупных эксклюзивов для квеста есть игрушка по Бэтмену, которая, на удивление, хорошо переносит опыт серии Arkham в виртуальную реальность. Комбо, контратаки, гаджеты, короче, все, чем знаменита эта серия, здесь есть. Ну и в отличие от предыдущих частей, про нее наконец-то можно сказать, что она реально дает почувствовать себя Бэтменом. Ну и понятно, что не AAA единым. На VR есть куча довольно небольших и простеньких игр, которые тем не менее дают офигенный экспириенс. Есть и рогалики по типу Compound или Ancient Dungeon, есть квесты в виде Red Matter и The Last Clockwinder. Для шарящих есть даже олдовые Myst и Riven. Из шутеров есть еще VR-версия Superhot и прикольный младший брат Сталкера Into the Radius. Короче, игр дофига, кто бы что ни говорил.
Да, их далеко не так много, как классических игр, но и вы должны понимать, что VR в современном виде платформа относительно молодая и не супер популярная, так что тысячами игр вы не сможете разжиться, но и скучать не будете. Тем более, что здесь в последнее время выходят спин-оффы больших серий с Компьютера. Тот же Бэтмен, например. Не так давно вышла игра по серии Метро, тоже вроде довольно неплохая. Когда-то в этом году должна выйти новая часть Thief, но Man's Sky вот вообще буквально перенесен в VR. Давайте также не забывать про моды. С ними, например, можно залететь во все части Half-Life, Skyrim и 4 Fallout. Есть еще мод на Киберпанк. Но если у вас не 4090, то пробуйте на свой страх и риск. Все либо в мыле будет, либо работает как слайд-шоу. Помимо этого, можно накатить моды на Minecraft, Doom, Resident Evil и кучу других игр. Проекты на пятом Unreal, кстати, довольно легко подвержены моддингу под VR с помощью специальной проги. Она позволяет добавить поддержку виртуальной реальности буквально в пару кликов. Кроме шуток, VR — это довольно киберпанково. Еще лет 15 назад представить себе, что можно будет надеть какую-то хрень на голову и оказаться в совершенно ином мире, было абсолютной фантастикой. А сейчас это реальность. Вот только, по-моему, фантасты оказались правы. VR — это очень странная и иногда даже опасная вещь. Виртуальная реальность — это высшая форма эскапизма, которая у нас есть на данный момент, по крайней мере из легальных вариантов. Люди, которых что-то не устраивает в своей собственной жизни, которым хочется убежать от реальной реальности, легко могут стать зависимыми от виртуальной. VR позволяет социализироваться на совершенно новом уровне. Не просто писать в чат, а разговаривать и даже показывать какие-то там телодвижения. И если наложить это на то, что у людей, желающих куда-то убежать от реальности, обычно все не очень хорошо с отношениями, можно получить просто взрывное комбо. Я несколько раз слышал истории о том, как люди, играя в VR-чат, засыпали, просыпались и продолжали играть дальше. Все это не снимая шлем. Как думаете, это вообще здоровая вещь? Пускай это и единичные случаи, но факт остается фактом. VR может быть, если и не опасен, то как минимум деструктивен, если не контролировать себя. Может, это и киберпанковая мечта, но она очень легко может оказаться ловушкой Джокера для людей, которым не за что больше держаться. Так и кому же все-таки подойдет VR? Прежде всего, геймерам, кто в этой жизни уже преисполнился и ищет от игр чего-то нового. VR — это тот опыт, который может кардинально поменять ваше отношение к компьютерным играм. Главное — попробовать качественный VR, а не всякие держалки для телефонов. К тому же, это хороший вариант растрясти свой геймерский жирок. Это не медицинская рекомендация и все такое, но это может помочь привнести хоть какую-то физическую активность. У меня вот в какой-то момент пропала мотивация бегать по утрам, просто потому, что стало неинтересно. Попрыгушки в VR-шлеме, может, и не заменят этого, но, по крайней мере, скучно точно не будет. У нас вообще есть тейк, что VR-гарнитура — это как геймпад. Если есть компьютер, то это скорее что-то факультативное. Наслаждаться играми можно и без этого, но какие-то проекты раскрываются совершенно по-новому. Правда, VR в этом плане идет несколько дальше и открывает доступ к новой категории игр, в которые иначе никак не поиграть. Главное, учитывайте, что VR может быть серьезной нагрузкой на организм. Ну и даже без проблем со здоровьем лучше перед покупкой все-таки попробовать. Список игр для первого раза мы оставим в закрепленном комментарии. Если вы уже пробовали VR, вы можете поделиться своими любимыми играми в комментариях. Мы тут, конечно, половину видео пытались продать VR, но это не гарантирует, что вам понравится всем, даже после такого длинного питча. Вкратце, что мы имеем? VR — это реально круто, и поиграть есть во что. Если захотите купить, то смотрите в сторону Quest 3 или Pico 4. Но обязательно, если есть возможность, перед покупкой сходите и попробуйте где-нибудь минут 30 или часик погамать в VR. Может, оно вам и не надо на самом деле. Ну а мы, пожалуй, будем закругляться. Вообще VR — это уже не просто игрушка, хотя во многом все-таки игрушка, но целый новый способ взаимодействия с виртуальными мирами. Мы тут довольно поверхностно прошлись по тому, насколько VR прикольная штука. Надеемся, кого-то из вас мы смогли заинтересовать. Приходите к нам еще, а мы постараемся делать больше интересных роликов про всякие интересные темы, хотя в основном про игры. Спасибо, что досмотрели аж до сюда. Увидимся в следующем видео. Я вот вообще не представляю, как можно на самом деле человеку объяснить, что ты, когда находишься в VR, ты там оглядываешься вокруг, ты понимаешь, что руки, которые у тебя находятся в игре, твои руки, они типа не пропадают, когда ты на них не смотришь. И что если ты видишь там перила перед собой или еще какие-то вещи, ты хочешь на них облокотиться, попытаться, ты хочешь как-то взаимодействовать со стенами, с всякими ящиками и прочим. Ну, это же не то же самое, что ты подошел к какому-то объекту и нажал кнопочку Е.
ты буквально это делаешь руками. И ты можешь схватиться сверху, снизу, слева, справа, и вот это вот все. Обычно ты, конечно, башкой об шкаф долбишься, пытаясь облокотиться на что-то, но это мелочи.